Этот ролик был снят на камеру дверного глазка. Посмотрите внимательно. В какой-то момент мимо проносится темная фигура, словно тень, которая исчезает за пределами обзора. Хозяин квартиры утверждает, что запись не ускорялась. Все происходило именно так. Многие пользователи писали, что фигура движется слишком быстро для человека, но нашлись и скептики. По их мнению, это всего лишь прохожий, которого случайно исказила камера. А вы как думаете? Падение. Это видео вызвало настоящий шквал обсуждений в сети. Посмотрите. Маленький мальчик спокойно играет. Взрослые в это время заняты своими делами. Но внезапно ребенок резко падает. Причем так, словно его кто-то толкнул. В комментариях пользователи спорили. Одни уверяли, что рядом с мальчиком было видно призрачную фигуру. Другие же считали, что дети сами часто падают. И никакой мистики здесь нет. А вы как думаете? Это случайность или вмешательство потусторонних сил? Манекен. Этот ролик был снят в обычной квартире, но выглядит как сцена из фильма ужасов. Going up what they call the bridge. You're doing this outing, and this is good. And the next one, well, it's not quite as good. It didn't quite make sense to you, but you know, you've already paid for the next one, so you do that one. The bridge, it's a metaphor. Your spirituality, your relationship to others. The person is supposed to become more able as they go up the bridge. And then there are the heroes operating faith as a spiritual being. That's the soul of Семья спокойно смотрит телевизор в гостиной, а за диваном можно заметить голову манекена. Через несколько секунд она поворачивается. Да, именно так. Голова будто оживает и начинает медленно оглядываться по сторонам. Мужчина в комнате на миг оборачивается, будто почувствовал что-то позади себя, но решает, что ему просто показалось. Позже, пересматривая запись, он понял, его инстинкты тогда не подвели. Пользователи писали, что от этого видео они не смогли уснуть всю ночь. А вы что думаете? Это просто чья-то шутка или настоящее доказательство паранормального? Час дьявола. Данное видео, как утверждает автор, было снято в час дьявола. Посмотрите.
Черная масса, похожая на дым, появляется над дверью и движется. Кто-то даже увидел в этой дымке что-то похожее на женщину. Посмотрите видео еще раз и напишите, как вы думаете, что это было на самом деле. Обсудим вместе. Активность. Этот короткий ролик девушка выложила в ТикТок, утверждая, что в ее квартире есть паранормальная активность. На кадрах видно, как один из ящиков сам по себе открывается, без чьей-либо помощи. Видео получилось очень коротким, и многие зрители писали, что хотелось бы увидеть больше доказательств. Тогда можно было бы поверить, что это дело рук полтергейста. Но были и те, кто встал на сторону девушки. Одни делились историями, что у них дома происходили похожие вещи. А у вас бывало что-то подобное? Пишите свои истории в комментариях. Старый театр. В этом видео блогер Альберто, известный как любитель паранормальных расследований, отправляется в старый театр, о котором давно ходят слухи. Местные утверждают, что здесь до сих пор обитают призраки. Альберто решает проверить это лично. Вибрация, с которой мы хотим вступить в контакт с находящимися здесь призраками, не так ли? Queremos hacer contacto con los fantasmas que hay aquí, ¿no? 3. Ты уверен? Какое впечатление? Ну, тогда спроси. Здесь кто-нибудь есть? Привет? Чингату. Нет, чувак. Я сказал тебе. ¿El guardia? Hola. Buenas noches. Там кто-нибудь есть? Где это было? ¿Dónde lo escuchaste? Fue una puerta, según yo, pero no es exactamente donde vino ese ruido. С первых же минут он слышит странные, пугающие звуки. Чтобы убедиться, что он не один, блогер использует специальное устройство для общения с духами. И как ни странно, получает ответ. Дальше все становится еще страшнее. Te detiene. ¿Qué te detiene? ¡Ay, güey, qué es eso! ¿Qué? Beso, güey, beso. ¿No lo ves? ¿En serio? No, ¿qué? No mames, tengo una piel chinita. Камера фиксирует едва различимую фигуру, которая стремительно проносится по одному из помещений театра. Но, собравшись с духом, Альберто продолжает исследование. Послушай меня, послушай. Который был здесь? Посмотри на меня. Он не закрыт. Послушай. Что ты слышал? К матери? Ублюдок, я падаю. Я не знаю, что я слышал. Ты понял? Я понял. Привет. Я понял. Спокойной ночи. Там кто-нибудь есть? Хорошо. Ой, не соси, не соси. Привет. Ay, güey. Ay, no manches. Beto, no hay nada acá. В какой-то момент одна из дверей открывается сама собой. Он заходит внутрь и не находит там никого. Но это не конец. Es la campana de... ¿Cae? No creo. Я чувствую, что это было извне, верно? Потому что, смотрите, сюда можно вставить звук.
Иди сюда. Я верю. Иди сюда. Я иду, я иду, я иду. Что случилось? Ты должен это увидеть. Что случилось? Увы. Что случилось? Ой? Это было, это будет? Ну, да. Ну, это будет уже твое. Я видел, что они двигают эти веревки, но движется только одна. Спокойной ночи. Здесь есть кто-нибудь еще? Vigilante del teatro, ¿estás por acá? Amigo, Один из членов его команды зовет Альберта. Он заметил, как веревка на колоколе начинает качаться, словно кто-то невидимый только что дернул ее. После этого ничего странного больше не происходит, но зрители спорят до сих пор, была ли эта фигура настоящим призраком или всего лишь игрой света и воображения. Испугался, не бойся! Я выглядываю из-за угла, как сосед без штанов. Где снимаешь меня в ТикТок, получаешь миллион. Включаешь свет? Ну и ладно, зачем оно надо? Контент так страшнее, чем крошка с твоего плаката. Каждый скрип половиц у тебя новое видео. Каждый шорох внизу у тебя новое видео. Каждый ветер в окно у тебя новое видео. Ты снимаешь меня, над другим ничего не видно. Ты зовешь друзей в чат, пацаны, у меня тут призрак. А я в тапках из Дикси пью кефир возле телевизора. Я и демон, и монстр, я фантом по приколу. Я бы сел на диван, но у тебя там бардак и крошки от Ролтона. Бой, испугался, не бойся, это я твой друг. Ты зовешь меня ужасом, а я зову это шоу. И пока ты пишешь теги go, scary, paranormal, spook, boom. Не бойся, это я твой друг. Бой, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Иди сюда, иди ко мне, подпишись на Телеграм и Ютуб. Посмотри мне в глаза, и ты мой друг. Бой, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Иди сюда, иди ко мне, подпишись на Телеграм и Ютуб. Посмотри мне в глаза, и ты мой друг. Здесь кто-нибудь есть? В следующем видео молодой человек решил проверить, правда ли в его квартире есть призраки. Он включает камеру и спрашивает, здесь кто-нибудь есть? See if it's here anywhere. Okay, here we go. Is there anyone here? Why are you here? Do you want to hurt me? Fuck. Shit. Okay, yeah, there's definitely... Сначала ничего не происходит, но спустя несколько секунд слышится странный звук, будто что-то упало в другой комнате. Okay, yeah, there's definitely something. That came from Noah's room. What the shit? You see that? What the Hey, why are you moving that paper? Why are you moving the newspaper? The shit! Fuck. God damn it. Why are you in Noah's room? What's so special about in here? Fuck, I think it's in his room. What the shit? What the shit? God damn it!
Дальше становится еще страшнее. На столе начинает шевелиться газета, а затем прямо перед ним резко закрывается дверь. Парень решается войти внутрь, осматривает комнату, и вдруг дверь снова закрывается за его спиной, будто кто-то пытался его запереть. В тот же момент с комода падает предмет, и молодой человек в панике убегает. Зрители разделились. Одни утверждали, что в комнате видели темный силуэт, другие же писали, что парень специально устроил постановку. А вы на чьей стороне? Дорога. Следующее видео снято на обычной улице вечером. Все спокойно, и вдруг появляется нечто. Полупрозрачная фигура движется прямо по дороге, а затем буквально растворяется в воздухе. Изображение размыто, поэтому мнения зрителей разделились. Одни уверены, что это настоящий призрак, другие считают, что камера просто дала сбой. Но согласитесь, если бы вы увидели такое вживую, то точно бы испугались. Нечто на улице. Этот ролик выложил мужчина, утверждая, что в тот день ветра не было, но когда он выглянул в окно, то заметил нечто странное. Темная фигура пронеслась по улице с невероятной скоростью и исчезла. Мнения разделились. Одни называли это призраком, другие думают, что это была теневая сущность или даже человек, но слишком уж быстрый, чтобы быть обычным. Так что же это было на самом деле? Темный силуэт. Следующее видео выложил пользователь, который утверждает, что поймал призрака. Посмотрите. Сначала можно не заметить, но на мгновение на кадрах справа появляется темный силуэт, который и назвали призраком. Пользователи спорили под этим видео, говоря о том, что это похоже на монтаж, хотя были и те, кто поверил, что это темная сущность. А вы на чьей стороне? Зона отдыха. Эти кадры были сняты в зоне отдыха для рабочих в Азии. Здесь установлены гамаки, где сотрудники любят спать после смены. Но обратите внимание, один из гамаков раскачивается сам по себе. Все остальные остаются неподвижными, и если бы это был ветер или сквозняк, то двигались бы сразу несколько. Но нет, только один. Многие зрители утверждали, что это доказательство присутствия призрака в помещении. А как думаете вы? Этот ролик сильно напугал зрителей одного стримера. Посмотрите.
В его комнате стоит манекен с прикольной маской утки. Парень решает снять маску и возвращается за стол. Все кажется обычным, пока манекен вдруг не начинает двигаться. Он будто приближается к стримеру. Парень замечает это, резко оборачивается, а потом подходит к шкафу. И в этот момент запись обрывается. Многие зрители писали, что сердце у них ушло в пятки, когда манекен ожил. Что же это было? Розыгрыш или реальная паранормальная активность? Решать только вам. В этом ролике мужчина был дома со своим маленьким ребенком. Но в какой-то момент дверь вдруг открывается, а потом закрывается сама по себе. Мужчина начинает паниковать, ведь рядом его ребенок. Зрители писали, что особенно жутко наблюдать такие вещи именно там, где ты должен чувствовать себя в безопасности, у себя дома. Кто-то верит, что это паранормальная активность, другие же думают, что это сквозняк или хитро спрятанная нить. Оно смотрит. Следующее видео снято в здании, которое, по словам автора, уже давно закрыто. Мужчина осматривает коридор, и вдруг камера фиксирует неподвижную фигуру, которая будто просто стоит и наблюдает за ним. Качество видео оставляет желать лучшего, поэтому невозможно точно сказать, человек это или нечто паранормальное. Но представьте сами, идти по пустому зданию и увидеть фигуру там, где быть никого не должно, согласитесь, это достаточно жутко. Магазин. Эти кадры снял мужчина, который работает охранником в детском магазине. Он утверждает, что не раз сталкивался там с паранормальной активностью. На этот раз все началось с перебоев света, а потом случилось кое-что жуткое. No mames, güey. Es esa puta muñeca la que se riega. Mira, se está moviendo, güey. Se está moviendo, güey. Когда охранник подошел к прилавку с куклами, одна из них внезапно пошевелилась. Чтобы доказать, что это не выдумка, он снял еще один ролик. Está la verga, loco. Pero bueno, en fin. ¿Qué puedo hacer? На нем слышно странный звук, и мужчина идет вдоль полок, пока не находит включенную игрушку. Сам он уверен, что в магазине обитает дух ребенка. Пользователи разделились. Одни верят его словам, другие смеются и называют это обычной рекламной хитростью. А что это было на самом деле, решать только вам. Салон красоты.
Следующий ролик был снят в салоне красоты. Девушка сидела у зеркала, как вдруг заметила нечто странное. Одна из дверей в салоне просто открылась, без причины. Дальше она начала закрываться. Зрители в комментариях шутили, что из такого салона надо бежать, даже не закончив укладку. Но некоторые писали, что выглядело это совсем не смешно, а скорее как предупреждение. Сеанс. Подруги собрались, чтобы провести спиритический сеанс, но что-то пошло не так. Для сеанса они делают импровизированную доску Уиджи, берут бокал и листок и задают вопросы. Yo tengo más experiencia. Pregunta, bueno, ¿en serio lo que está pasando? Sí, en serio. Pregunta si hay alguien en esta casa. ¿Hay alguien en esta casa? No jodan, ¿en serio se movió? No jodan, ¿en serio? ¿Viste? Vos sos boluda. Ay, no, una joda. Ay, fue una joda, basta. ¿Puedo hacer con esto? Pero, boluda, Ay, pero para empezar, bien. pero si vos... Una joda. Para, boludo, estoy mintiendo, no estoy jodiendo. Para, Clarisa. Eso se movió serio. Sí. Hay que terminar. No, mirá. No, para, dale, que tengo miedo, boluda. В какой-то момент они понимают, что бокал двигался, но девушки думают, что одна из них просто захотела пошутить. Когда они начинают спорить и уходят из-за стола, то бокал вдруг начинает реально шевелиться. А когда они возвращаются за стол, то видят, что бокал явно не на своем месте. Девушки пугаются, а тут еще и свет выключается. Согласитесь, жутковато, даже если это была постановка. Guys. Crashing your whole party with my penis. Your girl left you quick cause she fell in love with my penis. You rap off beat, I write symphonies with my penis. Your mixtape's trash, I wipe my ass with my penis. I block the sun, global we clip from my penis.